Приветствую, земляне! У микрофона Планета, а это новый ролик по игре Watcher of Realms. Путь новичка продолжается, и в данном ролике покажу вам закрытие первого, второго и третьего рейдов 19 этапов, плюсом затронем третий рейд 18, потому что я не показывал, как я его закрывал. И это очень важно для быстрого прогресса вашего аккаунта. Поэтому ставим лайк примувам и начинаем после небольшой рекламы. Эй ты! Да-да, именно ты! До сих пор не знаешь, как задонатить в игру или пополнить Steam быстро и выгодно? Сегодня это не проблема, ведь есть Донатов.нет. Подписка на сервисы, изобилие популярных игр, все собрано на одном сайте по самым лучшим ценам. Ты можешь быть уверен в выгоде операции, ведь она дешевле, чем в самой игре. Наш любимый Watcher of Realms не исключение. Больше не нужно передавать свои личные данные, для пополнения достаточно только ваш ID. На сайте расписана подробная инструкция для пополнения вашего аккаунта. А при регистрации по моей ссылке ты получишь купон со скидкой на первую покупку. Земляне, у Донатов.нет можно принять участие в бесплатных ежедневных раздачах. Лутайте декоины и сразу пополняйте любимые игры. На ваших экранах ежедневный вход в игру, количество дней 16, нажимаем 25 тысяч золота, забираем, дней 17. Вот, пожалуйста, давайте посмотрим сейчас, какой прогресс на моем аккаунте. Здесь мне на почту что-то пришло с военной гильдии. Также не забывайте просматривать все вот эти вот выползающие подарочки, которые вам приходят, потому что там могут быть наградки. В общем, поехали, смотрим рекорды. На сегодняшний день у меня 56 уровень аккаунта. Рекорды. То есть закрывался я в платине 2, по-моему, арена, да, это я уже показывал. Кошмар 4 мы на стриме чуть-чуть нам не хватило 30 тысяч пробить, но тем не менее пофиг. На предпоследний сундук так уже 4-й кошмар фармится без помощи. Вот такой вот пачкой. Дальше, Апокалипсис 1. Сегодня на стриме буду перебивать, пока что ничего не менялось, но думаю будет много больше, чем сейчас. Здесь по кодексам сишки у меня на Кире и на Зелусе. Мать ворон пока еще не поддается. Ну и мои этапы. Рейд для снаряжения 1 19, второй рейд тоже 19 и третий рейд также 19. Рейд для материалов и артефактов 18 этап я также закрыл. Подземелье снаряжения жду пока что до самого конца. Не фармлю, потому что пока укрепляю героев. Ну а по разлому будем на стриме пробовать закрывать сложный. Компания и ресурсы. По компании вот N97, сложный S86 и Эксперт 6.9. То есть плюс-минус так вяленько, когда нужны ресурсы, я туда перехожу, чтобы чисто алмазики себе пополнить. Да, все рейды для продвижения у нас по экстриму. Рейд для опыта и золота N98 и рейд для золота S84. Прилив, естественно, сегодня будет 49-я волна. Обязательно закрываем. По фракциям вот вы можете видеть на ваших экранах. Плюс-минус с 6 по 9 этапы все закрыто. Обычные испытания можно и повыше полезть, но пока я не вижу в этом смысла, если честно. Пока фармим эмблемки, все равно наши эмблемки для улучшения нужны нам вот такого вот плана, видите, редкие. Поэтому я фармлю именно их, не спешу закрывать высокие этапы, ну как будто бы смысл, если я все равно не буду получать валюту для улучшения. Все, здесь разобрались, теперь давайте же покажу вам свою коллекцию. Мои призывы древние и мои основы ролик будет чуть-чуть позже. В общем, вот такая вот ситуация на аккаунте. Лорд Финиас, также у меня Райдзан. Макака на первую пробуду упал, думаю, вы этот ролик уже видели. Кто не видели, посмотрите обязательно. Кайнана также я себе достал, потихонечку лью их навыками, чтобы сравнить. Здесь у меня у Окуна чуть-чуть осталось, и у самого Кайнана вот одна книжечка, и он будет на навыках. К сожалению, Изабельку я для него не смог тут достать, поэтому он у меня без навыка связи. Также Янус Грисмер. С Сакрала мне выпала шикарнейшая героиня Нериса. Это топовый целитель со снижением массового урона. Если она у вас выпала, то с кайфом. Также она плюсом накладывает вдохновение на героя самой большой атакой. Это тоже важно понимать. Поэтому она такой целитель, вдохновитель, 2 в 1. Короче, очень классно. Еще плюс-минус там что-то побить может, если ультовать. Торадор моя первая лего, естественно. Аврелий Буреносный, который помог мне закрыть 19 этап. Он у меня уже на первую пробуду, ну и у вас, я надеюсь, тоже.
Ситрам, которого я все не хочу никак качать, он мне в принципе пока что и не нужен. Дальше по эпикам. Вортекс на 5-й пробуде, Долорес на 2-й, Холлоу дал ей универсальный камень пробуждения, апнул ее на 6 звезд, но она мне, к сожалению, немножечко не помогла апнуть урон. Почему? Потому что она, во-первых, без навыков особо, сейчас с эпической пылью огромная проблема. Очень много эпиков, которых нужно прокачивать, и я как бы снуюсь туда-сюда от одного эпика к другому. Видите, даже Элизия еще пока что не полностью залита. Дальше Эдрилька у меня на 1-й пробуде, но уже с фулл навыками. Науврас на 1-й пробуде, Маул уже на 1-й, Лилишка навалила ее огромное количество, она уже на 5-й пробуде, ее тоже надо будет постепенно переводить на 6 звезд. Брену так и не использую пока что, потому что за ненадобностью другие герои у меня сюда ходят. Тазира такой вот, Деймос тоже уже, к сожалению, отпал, раньше был топовый эпик, а сейчас такая куча жестких, очень крепких легендарок, что Деймос сейчас чисто просто герой для фракции, как затычка, да, пока не придут какие-то легендарные аналоги. А Лага на 6 звезд тоже надо будет скоро уже переводить, это такой у меня самый толстенький мой родненький чувачок. Жалко, что у него здесь вот в пассивку ему ничего не влетело. В общем, видите, все в ульту, ничего в пассивку не поймал. Это очень плохо, потому что пассивку прокачивать в первую очередь. Ну и дальше вот такого вот плана выпала мне Эстрид. Обязательно рекомендую к ней присмотреться. Это один из лучших эпиков в игре по дамагу. Это соло/массовый боец. То есть, как вы видите, она с базовой атаки бьет одну цель, а с своей ультимативной способности она бьет массово. Поэтому это очень важный герой вообще для любого массового нанесения урона по типу матрицы. Также на кодексе я ее выкачаю специально для Кира, чтобы она забор защищала. Она и 19, 20 и 1 рейд очень хорошо сносит мобов за забором, а также и перед забором. Ну и такого вот плана вот все остальные у меня здесь герои. Также за 19 этап я себе выбрал Арачу, поэтому у меня есть теперь легендарный лорд странников. Плюсом за 18 этапы рандомной легендаркой мне выпала Никса. Слава богу, это не всякие Асхоры и Крахи. Ну и Калипсо залутал себе в баннере с Кайнаном. Уже после Кайнана думал, что будет первая пробуда на Кайнана, но пришла Калипсо. Но она мне на моем аккаунте поможет пройти 20-21 этапы, поэтому я на ней крест не ставлю. Ну и остальные герои, те, что не прокачаны, здесь у меня еще будет кандидат на прокачку Гзасни на Симраха. Обжору можно будет для компании прокачать, потому что очень даже неплохой такой эпик. Ну и в целом все остальное тут по мелочи. Я на ГВГшечку мне пригодится, да, Фейлин тоже поможет. Хорхе мне на фракции тоже будет нужен. Ну и в принципе можно будет рейды накачать. Также есть Эона для фракции, но на 3-ю пробуду ее нужно будет загонять, чтобы она хотя бы какую-то пользу приносила. Ну и мой любимый лямчик, естественно, сердечко стоит, поэтому тоже, может быть, даже с ним вместо Калипсо будем закрывать 21 этап. Ну и вот такая вот коллекция у меня на 16/17 день. Пишите, какая у вас. Ну и что, земляне, теперь давайте же по поводу рейдов. Смотрите, у меня вот везде, как я вам показывал, закрыты 19 этапы, и на моем этапе развития это очень важно, потому что мне открывается дорога на фарм. Видите, на 19 этапе я уже могу фармить Т2 сеты. Воевода, Бессмертный воин. Во 2-м рейде вот здесь вот обязательно. Прилив сил, это вот прям must have. Все остальное нам здесь не особо интересно на данном этапе. Ну и на 3-м рейде самое важное — это Адский рев и Магия души. В общем, смотрите, теперь перед тем, как мы начнем, нужно же как будто бы, да, если я что-то предлагаю, я должен вас замотивировать, да? Смотрите, мне достаточно крупно повезло, ни одного материала с кошмарных разломов и вообще с разлома я не тратил. Я собрал себе прилив сил, полный сет на Долорес. Так как она у меня вдохновитель, видите, здесь везде атака с допами в плоскую атаку. А теперь, новичок, для тебя информация. Если герой класса целитель, и ты видишь вдохновение, это не значит, что ее нужно одевать как целитель, а потом говорить, что Долорес целитель плохой. Потому что это всего лишь класс. У нас есть герои не только в классе целитель, которые могут наносить вдохновение, и они это делают лучше, чем их якобы роль, которая к ним принадлежит. Да, вот давайте возьмем, к примеру, того же Вельзевула. Это такой прям
сильный пример. Он маг. Очень часто смотрю, как одевают Вельзевула чисто тупо в фулл дамаг, там с критурончиком и так далее и тому подобное. Не везде дают ему плоскую атаку, а бывает еще и амулет на СА ему вваливают. Это у нас герой вдохновения, который, видите, пока действует суперспособность, накладывает вдохновение. Он хоть и волшебник-маг, но мы будем билдить и разгонять ему фулл атаку именно в перспективе. Вот как и с Долорес. Она целитель, но эффект исцеления, скорость атаки ей не нужно давать. Тем более у нее здесь даже в базовой атаке написано: частота исцеления не будет зависеть от СА. Поэтому внимательно изучайте персонажей, которые вам выпадают, ну если это вам нужно. Если же нет, то как будто бы добро пожаловать вот такого вот рода гайды. Короче, все, это было такое лирическое отступление, но, надеюсь, замотивировал. Давайте сейчас я на примере дракона покажу вообще, зачем этот сет. Давайте получим наградки пока что, посмотрим, что мне здесь падает. Ничего особенного, но вот камень навыка это мне нужно, как раз в Кайна нам полетит. Да, может быть грубую пробудку какую-нибудь сразу же, да? Нет, пока не падает. В общем, смотрите, какая ситуация. Сейчас вот мы с вами поубираем всех вот этих героев. Оставлю я только Долорес. Ну, можно будет еще какого-нибудь хила, да, вот, целителя оставить, Вортекса. Возьму Идрильку. Сейчас наваяю ее в какой-нибудь сет-солянку, чтобы она никаких бустов не получала. И также сейчас впилим в эту пачку Долорес. Видите, то есть я артефакт не одеваю, чтобы никаких рандомных эффектов и увеличения урона у нас не было. Теперь же давайте заходим в тест героя. Демонстрация. Сет прилив сил. Этот сет нам дает атаку для героя, который его одевает. И любого какого-то рандомного героя в его области действия. Но сразу скажу, баф будет раскидываться слева направо. То есть, к примеру, если вот у вас здесь будет стоять какой-нибудь боец, а здесь вот будет стоять какой-нибудь маг, да, к примеру, то Долорка накинет каплю на бойца. И сразу скажу, что отступление героя, который накидывает вот этот сет вдохновения, ну, прилив сил, да, никак не снимает этот бонус. Ну ладно, в общем, сейчас покажу. Смотрите, давайте выставляем Идрильку. Смотрим, видите, она вот бьет по 11246, бьет, да, вот, 11246. Сейчас поставлю Вортекса, чтобы исцелял. Вот, все, 11246. Теперь давайте же я ставлю Долорес, которая в этом сете приливе сил. Смотрите, я выставляю, видите, вот он отображается. Атака плюс 10% на Долорке. Нажимаю на Идриль. И также смотрю, атака плюс 10%. Все, баф есть. Смотрим. Она там била по 11246, а теперь бьет по 13581. Это с одной базовой атаки. То есть мы получили на 2500 больше урона с одной базовой атаки. А Идриль будет наносить эту базовую атаку на протяжении 4 минут, от которой мы забафали. Видите? Теперь следующий нюанс. Убираю, видите, Долорку, но бонус атаки на Идрильке не пропадает. Поэтому, новички, вот это вот очень важно. Второй рейд, 18 этап, он плюс-минус один из самых легких рейдов для закрытия, если понимать, что делать. Ну, понятное дело, что вам нужны, естественно, и герои, но, надеюсь, если вы развиваетесь по пути новичка, я стараюсь давать огромную кучу, я считаю, полезной информации. И я думаю, если я закрыл 2.18, тем более я вам покажу сегодня, как это делать, то у вас тоже особо не будет никаких с этим проблем. Поэтому давайте приступать по порядку. Не совсем по порядку. Начнем с 18-го этапа 3-го рейда. Объясню, почему важно закрыть все 18 этапы. Давайте сначала проходка, а потом покажу результат. В общем, у нас здесь будет пачка странников плюс северян. Обязательно, я надеюсь, вы сохранили себе Дагну. Если у вас есть лорд эпической редкости, а то и легендарной, то, пожалуйста, будет еще лучше. Потому что у нас здесь будет Маул выступать, Маришка и Вортекс. Им желательно была лидерка должна быть. Также здесь у меня Элиза, это эпический лорд, дается она на второй день, по-моему, Идрилька, Дрога 5.50 не прокачанный, ну и Янус Грисмер, потому что на стриме немножечко мы забалдели с ее урона. Ну, естественно, 2 целителя, Холлоу и Вортекс, а кто у вас там будет, не знаю, можете взять Лили, если у вас нету кого-то из этих хилов. В принципе, не принципиально.
В общем, по поводу шмота давайте сразу, а потом я вам покажу концепцию, как выставляться, и запущу вам, покажу запись со стрима, потому что, ну, там это, наверное, даже поприкольнее будет посмотреть. Здесь у меня части комплектов. Если у вас получится собрать какой-то целый сет за определенное время, я вам рассказывал в предыдущих роликах, как лучше фармить, то вообще супер. Видите, даже вот еще амулет использую из пути героя, который нам дают базовый. Также вот такие вот комплекты. Здесь подгонка статов такая, что плюс-минус до 100 кэша тянем, критурончик, и за атаку не забываем, это ДДшник. Артефакты взгляд и дриль, я надеюсь, вы его выбили, обязательно прокачивать. У меня здесь в нем одна универсалка, потом уже когда сконцентрируюсь на рейде материалов и артефактов, то точно качаю его обязательно. Хорошо, дальше дрога. Дрога у меня вот такого вот формата, 5.50, 5-я пробуда. Как вы видите, здесь у меня тоже есть шмотки с базового комплекта, вот такие вот проки. Здесь вот критурон, давайте, наверное, даже поменяю его на атаку, если смогу себе это позволить. Ну, да ладно, ничего нельзя снять, к сожалению, да. Ладно, надеюсь, получится. В общем, давайте все на атаку. Сейчас посмотрим на его урон. То есть, должна быть атака, и там в допах уже крит-урон ловить. Как видите, вот такие вот комплекты. Давайте смотреть. 6000 атаки, 290 крит-урона. Ну, атаки хотя бы 7-7,5, и должно быть, ну, должно ему хватить плюс-минус. Давайте даже такой вот артефакт ему дадим. Окей, хорошо, дрога у нас такой. Янус Грисмор у нас вот такая вот, видите, без, ну, не залита навыками. Здесь у нас все на атаку. Здесь тоже атака крит-урон, атака крит-шанс крит-урон. Характеристики такие. 19 тысяч атаки, 265 крит-урона, 240 скорости атаки. Вещица из Белой башни. Это ее артефакт. Ну, не ее, а просто артефакт для магов. Очень важный артефакт такой на начальном этапе. Да, если у вас есть слеза сумерек, вам вообще несказанно повезло. Дальше, Маул. Маул у меня тогда вообще был беспробудный. Здесь уже и первая пробуда ему затесалась, которая заморозку будет с ульты давать. Вот такие вот тоже комплекты. Здесь, видите, все на атаку. Здесь даже вот такая вот неплохая 4-статка мне выпала, когда я фармил 17 этап, по-моему. Атака, крит-урон, крит-шанс. Здесь то же самое. И характеристики 12 тысяч с половиной атаки, 170 СА и 290 крит-урона на почти 100% крит-шанс. Почти. Секрет стражи повышает урон по юнитам в воздухе. Тоже симпатично сюда будет выглядеть. Маришку одеваем, как видите, она у меня здесь в сете капли. Это я вам объяснил, зачем это делается. То есть мы выставляем какого-нибудь героя условного, да. И тем героем, которым мы особо не пользуемся, просто его, так сказать, бафаем. Все, забафали, убрали каплю. Я вам показал, как это все делается. И дается максимальный профит. У меня такая Маришка на клан-босса ходит. Ну и, естественно, давайте покажу Долорес. Долорес у меня здесь была вот в таком формате. Она вдохновитель. Вдохновители у нас накладывают часть своей атаки, да, делятся ею с другими своими союзниками. Поэтому разгоняем атаку, бафаемся, все хорошо. Здесь у меня Vortex будет такого вот формата, кислячок. Но, наверное, так даже будет лучше. И здесь, пожалуйста, шмотки с Vortex у меня на холлоу. Куча здоровья у нее. Спасибо за фоллоу. Тут вот атаки, скорость атаки и эффект исцеления у нее 120. Ну, достаточно неплохо она будет хилить. Золотой скоробей. Короче, поехали в бой. Эффект доминирования выключен. Рассказываю мат-часть. Сразу же я выставляю здесь и дрильку. Подкрепляю все это. Вот тут вот ставлю долорку. Все, долорка у нас здесь сзади. Почему? Чтобы ее тут никто не выстегнул. Как видите, и дрилька плюс-минус нормально справляется. Также в помощь ей можно поставить... Да нет, наверное, Элизию сюда не будем. Сразу же ставлю, по-моему, я и на стриме ставил Янус Грисмор. Смотрите, ждем, пока и дриль зальется. Пока зальется Долорес. Ультую и дрилькой. Все, смотрите, ультанула. Ждем, пока она убила. Дальше ультуем долоркой, чтобы долорка помогла убить вот этого вот большого. И дальше... стреляем по вот этим вот скатам. Дальше выставляю здесь Маула. Внимательно смотрите, куда босс тычки. Потому что босс на 18 этапе тычки дает плюс-минус так, ну, рандомно. Вот, сейчас он будет стрелять, видите, стреляет в Идриль. Идрильку чуть-чуть будет подхиливать Долорес. Ничего с ней не случится такого криминального. Видите, еще стреляет. Дальше я выставляю здесь
Дрога. И следующим героем, которого мы будем выставлять, это у нас будет Целитель. Чтобы как раз таки захиливать и дрильку. И в моей проходке я буду выставлять Вортекса. Все, смотрите, полетели уже целая куча. Я выставляю вот так вот Вортекса. Все, хилимся. Может быть, на стриме будет немножечко другая хронология выставления, но ничего страшного. Вот, ультуем Маулом. Все, Маул всех зачистил. Дальше, видите, выходят мобы там, где Дрога. Сейчас я сюда поставлю вот так вот Маришку и разворачиваю лицом в кристалл. Это важно. Все, смотрите, я ультую Януской, ультую и дрилькой. И посмотрите, что происходит с боссом. Он просто стирается с лица земли. Дальше, только у Дрога накапливаются навыки. Мы ультуем Дрога, видите, уже и дрилька помогает. Но вы увидите, как я проходил на стриме, было куда сложнее, чем здесь. Тут и в целом уже герои на навыках, потому что Эдриль была без навыков почти там, когда мы проходили, да, и пробуд у нее не было. Все, зачистили, я выставил Холлоу, и к Холлоу мы будем заливать Дрога. Поэтому сейчас то, что я покажу, оно не будет сильно соответствовать действительности, как это у вас будет. Поэтому запускаю вам запись стрима, вот там вот реально прикольно, посмотрите, повторите. То есть саму концепцию я вам дал, встречаемся уже в конце записи стрима и будем с вами проходить уже 19 этапы. Райдзана вместо Брены можно... Нет, я с Райдзаном пробовал. Райдзан залу... К сожалению. Пойдет, бля. Stealing Kraken. Ну, смотрите, как нормально она босса продамаживает по сравнению с Так, вот и я сейчас нихуя не понял. Может быть, кто-то из вас что-то понял? Давайте еще раз посмотрим. Давайте вот так. Я что-то говорил, по-моему, да? Что с Януской будет как-то попроще. По-моему, что-то договорил. Вот это вообще Януска просто. Сейчас в прямом эфире. Давайте, ваши ставки, какая будет легендарка? Иди, я хочу посмотреть, кто босс of this gym. Меня заставляют выходить. Я думаю, что это будет Хасу. Иди нахер, я не буду пока сюда заходить, иди в жопу. S for... Так, ну что, давайте, момент истины. О! А вот это уже пошла ёбка. А вот это уже ресурсики пошли. Пошла жара, все, вот это уже матч. Поехали, кто? Ну, это базированный дроп, кстати, Никса неплохо. Неплохо.
Ну что, земляне, незаурядным образом закрыли все 18 этапы. Открылись у нас подземелья снаряжения, в которых мы с вами, видите, на первых этапах не получаем особо ничего. У нас открывается магазин для этого снаряжения. Плюсом у нас открылся эльфийский пропуск. Новички, если вдруг там заносите в игру, то покупайте обязательно этот пропуск. Очень много ресурсов он дает. Видите, и тлеющую чешую. Сейчас я объясню, зачем она и почему нам очень важно перейти на какой-то 19 этап и фармить его до посинения, особенно под какой-нибудь турнир. Да, видите, у нас здесь магазин есть. У меня тут есть чуть-чуть как раз таки кристаллов подземелья благодаря этому пропуску. Но я его не покупал, мы тут без доната играем. Я здесь покупаю мультибитвы. Также здесь, когда откроется, буду покупать кровавую ткань обязательно. Вот эти вот неопознанные оружия, покажу дальше, что с ними происходит. Мы переходим в литейную, у нас открываются, видите, крафты. Мы здесь можем закрафтить себе вот такие вот комплекты. Здесь и вера в победу, и непоколебимая воля, песни ада, тут катаклизмы, вот закаленная воля. И вот крылья милости. Крылья милости это аналог прилива сил, о котором я вам рассказал, только вот Т3 шмотка. Он дает, видите, плюс 30 к исцелению и повышает атаку уже на 12 вместо 10%. И герою с наибольшей атакой. Поэтому здесь не будет такого рандома. И вам не нужно будет прям жестко расставляться слева направо, да, чтобы у вас правильно целитель прилива сил забафал героя. Вы просто выставляете, и герой с наивысшей атакой получает у вас буст. Ну и здесь также мы можем получить злую месть и вот такого формата благодать света, астральный страж. Вот такие вот сеты. Это очень важно. Очень важно перейти на какой-то 19 этап и уже начать фармить, потому что если вы посмотрите в наградах, на 18 этапе вам не дают ни чешую, ни вот, если мне не дают еще и в игру, видите, зайти нормально. Вот видите, здесь кроме шмоток вы ничего не фармите. Но перейдя уже на 19 этап, вы уже получаете тлеющую чешую, кровавую ткань. И это все как раз таки нужно фармить для таких вот шмоток. Теперь просто для демонстрации покажу. У меня есть одна болванка на Эйне, по-моему, которую я использую на клан-боссе, бафаю героев. Вот, видите? Сет не проточенный, в единственном экземпляре с плохими очень статами. Я забафываю героя, и герой получает буст в 12% к атаке. Вот, видите? Ну и по поводу неопознанных в магазине, о которых я говорил, они вот здесь вот находятся. Их можно также получить в литейной с кровавой ткани вот это. И также слеевшие чешуи можно их получать. И вот что я из этого получил. Песнь ада, браслетик такой неплохой. Дальше есть у меня, вот видите, такого вот формата закаленная воля с разновидностью плюс 1200 к здоровью. Вау, классно. Также у меня есть вот такого вот формата кольцо с проклятым культом, да, уже видите, фракционное. Также есть фракционное кольцо звездных странников, по первой пойдет, можно шанс даже добить. И у меня вот есть орден таинства кольцо катаклизма, тоже шанс крита, крит урон меня устраивает на первых, да, порах, а там дальше уже будем с вами смотреть. Также плюсом сейчас покажу, вот у меня на Кайнане уже собралась неплохая злая месть с этой всей чешуи. Вот такая вот пушечка у меня выпала трехстатная, я ее буду молотками добивать. И как раз таки, когда я выбил себе часть, вот смотрите, вы тоже так можете делать. Переходите на крафт уже, собираете чешую с 19 этапа, которую осилите. Крафтите, смотрите на злую месть, какая у вас там пушка или тушка выпала. И от этого заходите в кузницу мастера Асхора и выбираете. Как вы видели, у меня пушка плюс-минус мне нормально. Поэтому я выбрал себе тушку, и будет у меня как раз таки один неплохой комплект, да, то есть я как раз одену его на Кайнана. Видите, здесь у меня такая не очень тушка, и я сюда как раз таки воткну ту тушку, которую получу. И все, у меня будет свой первый неплохой комплект злой мести. Итак, первый рейд, 19 этап, вот такой вот сетап. Аврелий буреносный, да. Смотрим, вот такие вот у него шмотки. То есть шмотки я поперекидывал то, что на 18 этапе у меня было с третьего рейда. Вот, пожалуйста, 11 тысяч атаки, 290 крит урона у него. Ну, дал ему плюс-минус ДДшные статы. Хотя, по сути, вот ему из артефакта вот лучше всего дать сюда сенсару кошмара, чтобы он чаще ультил с антиисцеления. Маришку сюда взял чисто, не знаю даже зачем, потому что особо ее использовать не буду конкретно в этом этапе, да, давайте, наверное, возьму даже Торадора какого-нибудь, или для бюджетности давайте выберем Алага. Где у нас тут Алаг? Все, Алаг у нас есть, давайте попробуем его как-нибудь переодеть, потому что
его нужно одевать в танкошмот. Все, у нас, наверное, давайте выберем просто фильтр по ОЗ. Снимаем с Маришки. Давайте еще что-нибудь ОЗшное дадим вот такого вот формата. И вот у нас тоже есть ОЗ. Также здесь давайте смотреть, что мы можем взять по ОЗшке. Смотрим вот такого вот формата. Также вот такого вот формата. Все, забрали. У нас есть танк. Окей. Дальше смотрим. Вот моя Нериса. Как вы видите, у нее здесь уже есть оружие благодать света. То есть я накрафтил, получил из эльфийского пропуска крафт. Это у нас со склепе из 3-го рейда. Он падает и до 19 этапов. Так что сложностей получения нет. Эпитафия Элизиума — это артефакт на Нерисе. Дальше давайте перекину, кстати, его сюда. Кайнан. Кайнан у нас тоже, вот видите, как раз таки в том, что у меня была Идриль. Характеристики 20 тысяч атаки, 240 крит урона, 289 СА. Артефакт шлем Гелиоса. Можно от него отыгрывать, потому что шлем Гелиоса бафает в районе 2 плиточек героев на 10% к урону на 10 секунд. Этот баф отображается, его видно. Но рядом с Кайнаном будет стоять только Элизия. Поэтому можно сделать и, что рядом с Кайнаном будет стоять еще и Янус Грисмар, но его по центру профитнее ставить, он сам тогда больше дэмэджа вносит. Дальше, Януска как была одета на 3-м рейде, вот так вот и осталась. 19 749 атаки, 240 СА, 265 крит урона. Артефакт у нее вещица из Белой башни. Ну и Элизию я переодел, по-моему, с Дрога. Вот у нее 14 657 атаки, 292 крит урона, 286 скорости атаки, 100 кэша, хладное пламя, артефакт. Так, Алага одели, Долорес тоже каплю я свою снял. Все, то же самое, что и было. Короче, поехали. Какая у нас здесь концепция? Доминация выключена. Хотя, честно говоря, под доминацией сложнее бы было сейчас объяснить и показать, как это работает, потому что шмотки и навыки сейчас посильнее у героев. Выставляю сразу же нашего Аврелия Буреносного, он же Аврелий Гейл. Выставляю Янус Грисмар, копим 5 монет, выставляется у нас Долорка. Все, пока что Лорелку не используем, копим монетки на Элизию, она нам здесь очень сильно пригодится. Пока Долорка не отультилась, мы не выставляем, вернее, не ультим никем. Вот смотрите, все Долорка. Оп, прожимаю Янус Грисмар. Смотрите, вылупился Феникс. Если вот здесь вот она кинула яйцо, я хочу здесь выставить Элизию, я ставлю ее именно сюда. Смотрите, видите, тотем отречения. Пока тотем отречения кастуется, мы кастуем Аврелием Гейлом, видите, ультимативную способность, антиисцеление повесили. Все, мобы не хилятся, не все, да, естественно. И мы выставляем и сразу же с ними разбираемся. Все хорошо вроде бы получилось, как вы видите. Мобы потихонечку умирают. Сейчас уже пошли вот эти наши вонючки. Я выставляю вот так вот Нерису. Все, сейчас Нериса положит на кого-то свой баф вдохновения. Вот она положила его на Кайнана. Вот он есть, видите, такой спрут тентакля. Все, смотрите, идет дальше тотем отречения. Ничего страшного, сейчас мы особо там никого сильно так, чтобы дамажить, не дамажим. Все, смотрим. Сейчас у нас можно будет кастануть Долорку вместе с... Вот, смотрите, Долорку кастую Янус Грисмар, кастую Элизию, кастую Кайнана. И вот, видите, мобы подходят, выставляю сюда Алага. Пока у нас действует тотем отречения, все, видите, кастанул Аврелия, кидаем антиисцеление, и смотрите, мобы не хилятся и достаточно неплохо умирают. Зачем я сюда выставил Алага? Чтобы не все вот эти вот мобы подошли и забирали, видите, разбивали забор. Потому что это нам не нужно. Это важно делать, потому что забор — это залог вашей проходки. То есть вы забор дефаете и проходите спокойно. Все у нас хорошо, все классно, больше нам здесь ничего не нужно. Все, выходят дальше вот эти чумоходы, я их называю. Тотем отречения, видите, босс, когда некого хилить, он не кастует. У него есть еще и сингл таргет, видите, лечение, он прохиливает мобов. Дальше, видите, снова тотем отречения. Кастуем, кастуем, кастуем. И под конец тотем отречения я использую Аврелия Гейла. Все. Все мобы сдохли. Дальше заливаем Лорелкой всем ярость. Пока что Кайна нам не ультую, потому что в этом нету смысла. Ждем, пока подойдут мобы. Вот, мобы подошли. Кастуем. Все, видите, пошел тотем отречения, антиисцеление. Наложил. Дальше Янус Грисмар
прожали. Все, у нас там вроде бы как будто бы живет Алак. Но сейчас подойдет босс, мне кажется, он его убьет. Потому что исцеления достаточно, видите, не хватает даже одной Нерисы. Ну, ничего страшного, все, мобы подошли. Мы ждем, пока у нас откатываются, да, всякие скиллы. Особенно важно, чтобы вот откатывался навык Аврелия. Все, сейчас ждем тотем отречения. Кастуем Гейла. Сейчас у нас будет Элизия. Оп, ультуем. Все, должны разбираться с мобами. И видите, без доминации забору так немножечко грустно. Но ничего страшного. Сейчас мы снова убираем капусту. Тотем отречения пошел. Мы кидаем антиисцеление. Все, бах, видите, босс сейчас захиливаться не будет. Мы кастуем Кайнана, ультуем Долоркой. И сейчас мы даже убьем босса вместе с мобами. Вот одновременно почти. Хоп. Все. Важно отыгрывать от тотема отречения. Важно на второй волне мобов ящерицы с вот этими вот кирками, которые выходят разбирать забор. Нужно их блочить, и все у вас получится. Шмотки вы видели. Первый рейд закрываем, воеводу лутаем. Блин, жалко фигня. Видите, вот у меня уже начинает падать кровавая ткань. И здесь вот такого вот формата уже оружие бессмертный воин. Закрыл этап, сразу же 2 шмотки получил. Давайте посмотрим, кто у нас сколько урона нанес. Янус Грисмар, которая бьет соло-цель, видите, нанесла больше всего урона, не находясь под лидеркой. Дальше Кайнан. Кайнан у нас тоже бьет 2 цели. И, ну, там периодически может быть и больше. И Аврелий на пыли 28,5 миллионов урона. Я считаю, очень даже неплохо. Новички, это достаточно крутая легендарка на старте. Он дает антиисцеление. В наше время такого не было. Ну и Элизия там чисто на подстраховочке 9 лямов нанесла. Я думаю, где-то в каких-то этапах, ну, это достаточно тоже будет иметь свой вес. Земляне, также вашему вниманию юбилейные наборы июля в честь годовщины игры на Смайлване, Кодашопе и донатов нет. Как вы видите, у нас здесь есть представленные наборы. На Кодашопе вот они в таком формате, на Смайлване они вот в таком формате. На Смайлване вы просто их не увидите, если не заполните ваш сервер и ID. Единственное, что по поводу Смайлвана, здесь они убрали почему-то оплату через карточки всемирные, поэтому эта проблема полностью отсутствует в Кодашопе. Если не сможешь пополнить на Смайлване, то, пожалуйста, в Кодашоп. Естественно, у кого доступен только донатов нет, вот, пожалуйста, все ссылочки для доната с любого региона в описании, пользуйтесь. Давайте теперь же пообщаемся по поводу выгодности этих наборов. Если говорить о вот этих вот Mega Mixed Summoned Bundle, вот эти вот, которые, видите, такие достаточно немаленькие деньги, да, стоят, и здесь вот большие по 500 баксов, здесь выгода минимальная, вы тут сэкономите, ну, максимум 1000-1500 в золото, даже, может быть, 2 максимум с вот этого всего. Те наборы, которые буду покупать я, почему? Потому что они выгодные. Это вот набор у нас за 44,99 Anniversary Ancient Summoning Bundle, потому что у нас здесь есть 15 древних, если мы посчитаем, это $3 за древних, а самые выгодные наборы в игре это $3 за один древний. Хорошо, дальше. Anniversary Rare Summoning Bundle, то есть это у нас просто редкие кристаллы призыва, 20 штук синих. И вот они стоят 18 баксов, это тоже достаточно выгодное предложение. По поводу вот этой месячной карты, где у вас сразу же все вместе, здесь мы считали на стриме, выгода где-то около 500 вы золота вы экономите, поэтому смотрите сами. Если вы вот эти карточки не покупаете на призывы, на алмазы и на энергию, то в принципе особо вы тут чего-то жесткого не сэкономите. Поэтому, если не хватает куточек, если не хватает V-голды для годовщины, чтобы скинчиков себе там притарить, либо же купить себе осколков к Изабель и Кайнану, то милости просим. Смайлван, Кодашоп и донатов нет. Пожалуйста. Второй рейд, 19 этап. Здесь, в принципе, я никого не переодевал. Кайнан одет, как и был одет в первом рейде. Все это вы видите на ваших экранах. Артефакт, естественно, вот такой. Элизию я переодел в шмотки с Янус Грисмар. Почему? Потому что здесь она нужна. Янус Грисмар плохо играет на втором рейде, потому что ей нужно время на вылупление вот этих ее фениксов. Вот, пожалуйста, видите, шмотки Элизии. Она нам здесь пригодится. Вот, пожалуйста, хладное пламя. И, видите, взял ее в лидерку. Торадор у меня здесь без лидерки. Любого другого танка, особенно если с неуязом, вообще песня.
Напоминаю, если вы забыли за этого героя, вот он Децим, он теперь нам здесь нужен. Видите, когда я вам говорил, что зафармите хотя бы один комплектик быстроты, то есть стоимость -1, он у нас будет на 1 копейку дешевле. Это удобно и прекрасно. Хорошо, давайте здесь еще, кстати, посмотрим, можно ей, может быть, Элизии даже лучше дать артефакт Забрало Безумие. Будет отхиливаться, будет у нас еще и блок лишний. Ну, это так будет вам еще шоу-кейсом. Все, давайте сейчас выключу доминирование. Пожалуйста, выключаем доминирование. Поехали. Второй рейд. 19-й этап. Очень требователен к таймингам. Поэтому давайте смотреть, какие тайминги у нас здесь. Выставляю сразу же Кайнана. Надеюсь, вы его уже себе забрали. Все, давайте смотреть. Идет вот моб, видите, все пробиваем. Нажимаем даже ему в помощь молнии Элизии. Ну и пошел уже второй. Должны, по идее, быстренько убить. Кайнан не умирает от этих вот големов. Все, пожалуйста, убираем Кайнана. Ждем босса. Босс выходит. Сейчас он будет кричать. Этот крик ваншотит. Он наносит чистый урон. Некоторые герои позволяют нам отыгрывать от этих механик, их переживать. Но на наших этих аккаунтах вот этого нету. То есть там дрейлинки всякие и так далее. Смотрите, бегут у нас уже золотые стражи. Золотистые стражи называются. Это колобки. В простонародье этот колобок, он выходит. Они раньше просто как колобки катились, а сейчас выбегают. Вот он выходит, и он, когда при столкновении врезается, сносит себе 50% хп и тому, в кого врезался. Поэтому мы будем ловить его децимом. Смотрите, что делает. Видите, босс тыкает 3-й раз, и сейчас, как только вы увидите блик от удара, вот, сейчас будет блик. Смотрите. Вот, видите, хоп, выставляем децима. Только появился блик, выставляем децима. Децим может жить, видите, в бессмертии 8 секунд. Важно быть на фулл навыках его пассивка, тогда нам хватает. Все, видите, я убираю. 2 моба по пол хп есть. И сейчас я буду ловить их алагом. Смотрите, танки не умирают от 2 золотистых стражей. Но если поставить бойца, смотрите, выставляю танка. Хоп, раз, 2. То есть, если цель является классом защитник, колобки сносят 25% от максимального хп цели, нежели 50%, там, как, к примеру, к бойцам. Все, это мы тоже держим в уме. Дальше. Я сейчас ставлю Элизу вот сюда. И выставляю сюда Нерису. Я ее бафал еще и плюсом вдохновением. Видите? Все. Дальше я выставляю сюда Долорес и выставляю Капусту. Все, я заливаю ярость им. Они готовы. Дальше, видите, камни. Важно камни. То есть вам важно поставить первым целителя с хорошим показателем хп. Зачем это нужно делать? Чтобы камни кидались именно в целителя. Если вы поставите первый Долорес, вот когда вот именно только вы ставите первого какого-нибудь героя на возвышении, это сразу цель камней. Поэтому новички, понимайте, что вы должны отвлекать камней героем, которого поставите первым. Этот герой должен быть толстым. То есть в этом формате здесь у меня Нериса. Вы можете поставить сюда Вортекса, ну или какую-нибудь Миден, если она у вас есть. Дальше смотрите, как играть Элизией здесь. Ждем, пока вот эти вот мобы подойдут, когда вот эти начнут замахиваться и когда вот эти развернутся. Смотрите, что делаем. Прожимаем молнию, прожимаем Элизию, и сейчас у нас пойдут скачки. Смотрите, хоп, скачки пошли, видите, мы поубивали мобов. Все, теперь мы убираем Нерису, и потому что мы убили всех големов каменных. Видите? Дальше я убираю Алага, моб пошел дальше, и Элиза должна его добить. Все, мы всех убираем до крика големов. Все, мы справились, мы молодцы, вообще красавцы. Дальше, сразу же после крика мы можем уже поставить Децима и Алага, и делаем это один-единственный раз именно вот так вот. Все, пошли Децим, Барон принимают колобков. Видите, босс пошел топать. Барону также важно залитые навыки в пассивку, иначе он это не выдержит. Должны быть танки с неуязом. Только, видите, сейчас врежется, нажимаете на Децима, замораживаете время, только колобок в него врезался, сразу его отзывайте, потому что потеряете золото. Все, барона также убираем. И смотрите, кто у нас здесь остается. Мы сюда выставляем нашего танка, в моем случае это Торадор, он выживет. Он выживет.
просчитался. Но где? Ну, короче, вы поняли, да, насколько задроченный второй рейд по таймингам. Давайте еще раз. То есть я выставил Торадора в момент хлопка босса, и он мне его вывел в пассивку. Поэтому важно это, короче, переждать. Снова, видите, ловим децимом и бароном колобков. Ждем, убираем. Вот, сейчас только врезается, нажимаем на заморозку. На телефоне это также делается. Плюс-минус только пальцем нажимаете на героя. Все, хоп, убрали. Видите, он продолжает стукать. И нужно дождаться. Вот, сейчас момент, видите, оп, выставил, нормально. Выставляю Эйна, и сейчас Эйн умрет. Все, видите, Торадор живой. Босс прекратил стук, только тогда выставляйте танка. Дальше я выставляю Кайнана, блокирую. Вот, смотрите. И мы быстренько до замаха выставляем капусту и заливаем. Видите, големы влетели в никуда. Сейчас я ультую Кайнаном. И Кайнан быстренько очень разбирается с мобами. Они даже не успевают ничего сделать. На самом деле с Кайнаном можно убрать и Торадора. Ну, они не дойдут. Никто никогда в жизни через Кайнана не дойдет. То есть мы ни целителя не выставляем, никого просто. Видите, ульты нам хватит. Кайнан сам убивает. Все спокойно убивает. Боже, такого героя на старте. Это заиметь вообще сказка. Все, хоп, видите, я убираю Кайнана. Крик голема, все классно. У нас не хватает времени для выставления барона. Ничего страшного, не расстраиваемся. Берем децима. Смотрите. Только здесь не выставляем сразу. Ждем, когда колобки будут где-то вот здесь вот, перед вот этой линией. Видите? То есть, хоп. Плюс-минус должен добежать. Это важно выжидать. Вот, смотрите. Все. Подбегают. Я выставляю, нажимаю паузу. И после этого момента я выставляю Алага. Все, Алага поставил. Видите, сейчас Алаг умрет. Но это не страшно. Знаете почему? Потому что сейчас я Элизой словлю вот этого колобка одного. Уберу. Видите, она умирает. И колобка следующего я ловлю бароном вот здесь. Все, тут я поймал. Видите, я не успеваю. И у меня как раз таки улетел децим. Вот это, не то чтобы это плохо на самом деле, просто меньше золота у нас. Видите, мобы идут. Я выставляю вот так вот Эйна. И у меня должно хватить денег на то, чтобы выставить сюда, видите, Нерису. Нам теперь нужно продержать барона каким-то чудесным образом, чтобы его вот этот голем не убил, видите. И у нас через 4 секунды будет доступен децим. И нам нужно децима поймать босса перед кристаллом. Видите, все, я ловлю децима. Босс разворачивается. И сейчас босс будет стукать по полу. Смотрите. Вот видите, важно убрать децима, чтобы у вас были деньги. Все, у нас 8 секунд до Кайнана. Вот он. Этого достаточно, потому что босс будет ляпать еще очень и очень долго. Это забейте на этого голема. Все, я выставляю Кайнана под босса. Видите? Должно быть нормально. То есть, в принципе, они живут, но Нериса отвлекается. Все, я могу выставить капусту, залить ее, залить, видите, барона, чтобы он не переживал. И все, сейчас я включаю Кайнана и проходка. Все, здесь такая вот ситуация. Можно теперь колобка поймать децимом и проходка. Все. Я не знаю, уйдет, может быть, очень много времени. Для меня это уже привычно, 2-19 так закрывать без волки. Но надо приловчиться. Не сразу, наверное, у вас может получиться с первого раза, как у меня. Но, тем не менее, я вам ключи, да, вот, предоставил. Смотрите, на ОЗ это я оставляю. Кольцо прилив сил вот такого вот формата тоже оставляйте на болванку. Ну, а теперь третий рейд. То есть это, наверное, даже самый важный рейд, который хотелось бы фармить вам. Поэтому сетапчик сейчас на ваших экранах. Как вы видите, здесь у нас уже нету лорда рарного, да. То есть я убрал Дагну. И мы здесь расставились так. Как я вас просил оставить Нарви, потому что она достаточно нужна нам. Я надеюсь, вы ее оставили, залили. Она у нас будет монетчиком. Плюсом здесь нам пригодится еще герой по имени Элукас. Вот у нас, видите, находится. Сейчас давайте я подумаю, вот я уберу отсюда Вортекса, он нам тут не нужен. Мы берем Элукаса.
Ну и по шмоткам, то есть сидрилька у меня в топовом комплекте на то время, как и до этого был на Кайнане, 12 тысяч атаки, 240 крит урона, 289 скорости атаки, взгляд и дриль артефакт. Дальше, смотрите, у меня здесь используется Райдзен, если у вас есть какие-то более крутые лучники, может быть даже Хасу, он вам тут и не понадобится, либо можно какого-нибудь Ситрама также использовать, но у меня тут Райдзен. То есть Райдзен вот такого вот формата, 15200 атаки, 292 крит урона, 286 СА. Артефакт у него здесь разбитый кошмар, повышаем ему атаку с совершению базовых атак, он бывает периодически даже быстро стреляет и даже очень неплохо. Здесь у меня также Янус Грисмар, она у меня звездочка бьет босса по центру вместе с Идрилькой и справляется с этим очень хорошо. Шмотки у нее сейчас покажу вот такого вот формата. 19800 атаки, 290 КУ, 170 скорости атаки, почти 100 кэша. Вещица из Белой башни. Вы видели Долорку, дальше показываю Маула. Маул тоже перекинутые шмотки. 12500 атаки, 240 СА, 265 КУ. То есть все ваши топовые комплекты вы просто одеваете на вот этих вот ДД. Дамагеры здесь у нас Идриль, Маул, Янус Грисмар и Райдзан. То есть из целителей, видите, хилка должна быть плюс-минус, ну хотя бы, чтобы хил статы были, скорость атаки амулета обязательно, чтобы успевала выхиливать, золотой скоробей, какой у вас там артефакт есть. Кьюк просто же должен быть плюс-минус на навыках и должен быть покрашен. То есть он должен быть покрашен, чтобы у него радиус атаки увеличился обязательно. Все, здесь капуста, давайте лететь, проверим. Доминация у нас выключается, давайте пробовать. Здесь тоже немножечко есть, ну, с таймингами выдрочка. В общем, выставляем сразу же Нарви. Все, поставили. Дальше выставляю Идрильку и сразу же после нее ставлю Долорку. Все, как только у нас заливается ярко у монетчицы, видите, я заливаю ярость, плюсом я заливаю монетки, плюсом активируется пассивка Идриль, и мы убиваем моба. Дальше я выставляю Янус Грисмар, и после этого буду выставлять капусту. Ждем, пока убьем вот этого вот летуна, ультуем сразу же Идрилькой, ультуем Долоркой. Все, ультовать можно даже еще и Янус Грисмар. Все, видите, на себя. Тут, кстати, фениксы и яйца отвлекают на себя босса, потому что босс на 3.19 фокусит самого последнего выставленного героя. Поэтому сейчас смотрите, что происходит. Сейчас босс только даст свою тычку. Мы ультуем, видите, Нарви. Здесь сейчас она мне убьет Лорелку, ничего страшного. Вы ее, в свою очередь, лучше уберите, чтобы чуть-чуть больше денег у вас было. Все, я выставляю Маула. После Маула выставляю Холлоу и разворачиваю вот так. Все. Видите, у нас все, в принципе, хорошо получается. Сейчас выйдет моб. И вот когда мы убиваем прыщиков вот этих, смотрите, пока они живы, они провоцируют ваших лучников, ничего другого Идриль стрелять не будет. Все, видите, только умерли, сразу ультуем, убиваем и пофиг. Дальше я выставляю вот сюда вот Райдзена. И как только у нас, вот видите, у нас хватает монет, я ставлю Элизу. Элизу, кстати, она, наверное, у меня не одета. Ну, ничего страшного особо, мне кажется, и Райдзан сам справится. Или мы, вот видите, мы убиваем босса быстро, очень быстро. Очень быстро мы убиваем босса, это просто жесть. Нет, видите, Элиза у меня здесь не одета. Ничего страшного. То есть, если вы не убиваете быстро босса, у вас должна быть одета хорошо Элиза. Но мы сейчас без одетой Элизы постараемся убить вот эту линию. Все, у нас скоро отъедет босс. Мы сейчас замедлять все это начнем Элукасом. Смотрите, видите, мобы подлетают. Сейчас я включаю Долорес. Подлетают мобы. Видите, хоп, я выпускаю Элукаса, он их замедляет. Я включаю Янус Грисмар. Включаю Райдзана. И, может быть, не успею добить, да? Не успеваю добить. Ладно, походу надо одеть Элизу. Видите, Элиза у меня здесь не одета. Ничего страшного. Oh shit. Here we go again. Ну нельзя же, да, с первого раза записать. Короче, вот одел Элизию, плюс-минус в говной палке с мудростью.
Не обязательно мудрость, просто хотя бы какие-то статы, чтобы были. Так, 10 тысяч атаки, вот у нее 220 крит урона, 110 СА. Характеристики вот такие. Сейчас дойду до того момента, где мы запнулись, чтобы выставить ее, чтобы не было фейлов. Чтобы не было казусов, смотрите ситуацию. Сейчас Райдзена сразу не выставляем. Нам надо будет выставить Райдзена после того, как у нас откатится капуста, чтобы мы залили ярку. Потому что без залива ярости не успевает немножечко и дриль сделать те вещи, которые нам надо. Видите, даже отвлеклась. Давайте подождем, пока вот этот вот моб, видите, он чуть-чуть подбитый. Ничего страшного, я ультую Янус Грисмар, все видите. И дрилька убила. Сейчас только вот выйдут мобы, мы сразу же ставим Элизу одетую, как я показал. Все, я ее выставляю. Давайте смотреть на урон. Сколько она там будет бить. Вот по 56 тысяч она там что-то бьет. Я надеюсь, нам этого хватит. Все, видите, 3 секунды остается до Лорелки. Я ее выставляю и заливаю ярость. Все, мы залили. Хорошо, дальше выставляю Райдзана. Он плюс-минус должен будет залиться до того момента, пока мобы придут. Все хорошо, все классно. Давайте, Элиза даже, посмотрите, может быть, кого-то убьет. Если бы вот она не переключалась, то было бы вообще сказка. Но она переключается. Все, видите, она, дождемся даже пока она выйдет с инвиза, чтобы мобы ее продамажили. Теперь я выставляю Элукаса, когда, вот видите, Райдзан начал замахиваться. Все, выставляю Элукаса. Элукас замораживает, я ультую, видите, все хорошо у нас получилось. Я ультанул Райдзаном. И мы теперь стараемся убить босса до того, как она начнет призывать прыщи. Ничего страшного, призовет, не страшно, вообще не страшно. У нас скоро уже подойдет Элиза. Все, видите, нас прыщи не сильно так и смущают. Все, можно будет даже выставить сейчас ящерицу, потому что мы босса плюс-минус убьем, пусть помогает. Все, видите, сейчас полетит. Ультую Януской, видите, и Элиза пошла раздамаживать красиво. Все, видите, когда убивает, бьет, очень даже хорошо. Ультуем Маулом, ультуем всеми и развалили. То есть важно, чтобы какой-то инвизер стоял. Если нет инвизера, то от какого-нибудь героя плюс замедлятора. Сразу скажу, что Элукас плюс Бриена тоже может хорошо работать, но у меня Бриена не выкачанная, поэтому пришлось Райдзанчика ставить. Давайте посмотрим, кто сколько урона нанес. Вот, пожалуйста, топ дэмэдж и дриль. Здесь у нас Маульчик на втором месте. Ну и как будто бы ради 197 тысяч здесь у меня стоял Райдзан. Как вы видели, там в принципе Элиза справилась. И как раз таки можно было поставить Бриену. Бриена бы просто без залпа всех их бы развалила. И там даже, наверное, замедление не нужно. Ну и все, земляне, вот такие вот проходки 19-го этапа. Зачем это все делать, я вам показал, рассказал. Как это делать, я показал, рассказал. Поэтому со своими альтернативами, либо же, если у вас есть герои такие же, как у меня, одевайте, подгоняйте шмотки, привыкайте к таймингам. И вот ваш ключ для очень быстрого прогресса в игре. Потому что у меня на 17-й день уже такие шмотки, которые мне на 3-й месяц игры не снились, когда я стартовал. Пишите в комментариях, какие у вас герои. Можем обсудить альтернативы, если вы сами не можете понять, какого героя вам воткнуть. Буду рад вам помочь. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь данным видео с друзьями, с сокланами. Вдруг там у вас тоже новички. Я думаю, данное видео будет им полезно. У меня сейчас в телеграм-канале проходит розыгрыш на 10 тысяч в золото в честь 4000 подписчиков в телеге. Описание. Там ссылка на этот телеграм-канал. Подписывайтесь, принимайте участие. Завтра, 20 июля, будут итоги розыгрыша. Желаю всем удачи и выиграть в голдишку. Как раз сейчас проходят баннера. Может быть, вам пригодится там где-то докупка круток. Ну и не забывайте играть в Watcher of Realms красиво. Меня зовут Планета. И увидимся, когда увидимся, земляне. Пока-пока.